А в этом выпуске я получил гражданство и главный документ страны, насладились аргентинской Венецией, открыли новую ветку поезда и даже проехали сквозь настоящие трущобы. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Господа, дамы, у нас конец осени, прекраснейшее время, правда немножко прохладное, но очень красивое. Вот, и мы решили воспользоваться случаем, сегодня воскресенье, мы решили куда-нибудь съездить погулять. Решили, что надо прокатиться обязательно на поезде, мы обожаем ездить здесь на городской электричке, очень удобно, поэтому идем на станцию и поедем в сторону провинции. Ну, в смысле, прочь из города. Вот так вот. Вот. У нас конечная точка не определена, но мы как самураи. У нас есть путь. Вот. Кстати говоря, вчера мой путь лежал через баню. Я сходил в баньку. И это было восхитительно. Я пошел один. У меня был детокс от всех и всего. Я почти что не доставал телефон. Ну, там в конце только уже, когда надо было определиться с планами. А так я парился, слушал свое тело, как оно реагирует на парение, на купель холодную. Пил вкуснейший горячишный чай. И наслаждался просто времяпрепровождением. Вот, шикарный, я считаю, шикарный вариант провести выходной день. Потому что всякие там кафе, музеи, там это все понятно. Но вот так, наедине с собой, это тоже очень хорошо. И сегодня я проснулся с ощущением, тотальной чистоты тела. То есть как будто вот я отшкрябал от себя очень много грязи. И я такой сейчас чистый и вкусно пахнущий. Вот. Сегодня у нас День отца в Аргентине. Так что я решил провести этот день с семьей, не отвлекаясь ни на какие дела и работу. Правда, был один момент забавный. Я, лежу, решил в нарды поиграть. И играю в нарды, а там реклама есть. И показывается реклама моего клиента, которую, кстати, я и веду эту рекламу. Вот, поэтому возвращает меня к работе, напоминает реклама, которая догоняет пользователей. Вот, ну ничего, сегодня семья и только семья. В общем, впереди интересный день. Привет, скажи. Оля. Оля, подписчики. Оля, подписчики. Оля. На Трен де ла Коста мы опять поехали вдоль побережья, вышли сейчас немножко пораньше на станции Либертадор и пошли вот до этого сооружения, Пасео дель Венто. Про это место у меня есть уже в одном выпуске история, можете посмотреть. Вот я вам там прикреплю или внизу по ссылке смотрите. Я поподробнее рассказал про него. А сегодня мы пришли просто погулять сюда. На самом деле хотим, чтобы Теона уснула, она все не спит и не спит, а времени уже много, а времени уже 3:30, а она еще даже на дневной сон не пошла. Короче, надо ее как-то укатать. Вот, поэтому сейчас будем тут наматывать круги и ждать, пока она уснет. А смотрите, я что нашел. Это ящик с инструментами для велосипедистов. Там всякие ключи, в общем, чтобы все подкрутить можно было. А дальше этот насос
чтобы колес подкачать, вон там для великов, колясок. В общем, забота со всех сторон. Ты, смотри. Я на картах отмечаю интересные места, которые хочу посетить. И мы сегодня оказались рядом с мексиканской кафешкой Tex-Mex, где мы зашли попробовать буррито. Короче, выбор большой ингредиентов. Тут прям отмечаешь пунктами, что хочешь, чтобы тебе скомпоновали. Ну и, в общем, вот ребята все стараются, готовят. Но я могу сказать только одно. Хорошо, что мы взяли одну на двоих. Вы просто посмотрите этот размерчик. Это капец. Ну, это в одного не съесть. Ну, в общем-то, на сегодня и все. Мы доехали до Сан-Исидро, зашли в собор. Ну и все, уже стемнело, холодно. Мы решили ехать домой. Уже в обратной электричке. Даже пробежались немного. Вот в момент пересадки у нас было 5 минут с одной до другой электрички. И успели. Вот. Но прям бежали. Вот, в общем, хорошо провели день по-семейному. Ну, плюс еще там ребята к нам подъехали и прогулялись, даже компанией немножко. Вот так вот и прошел наш день. Я, значит, сижу дома, работаю, слышу барабаны какие-то, прям бум-бум-бум, бум-бум-бум. Ну, мне стало любопытно. Собрался, пошел смотреть и, видимо, нарвался на какую-то забастовку. Тут рядом есть медицинский центр, и возле него смотреть, что происходит. А ведь на улице и холодно еще, где-то плюс 5, плюс 6 градусов. И ничего. Мне просто интересно, кто эти люди, которые в будний день, в понедельник, такие выходят из дома. Жена спрашивает: ты куда? Он говорит: я на барабанах пошел стучать. Вот среди дня, возле больницы. Как это устроено вообще? Удивительный мир. Ну что, господа, настал и мой день. Сегодня 27 июня, буквально 3 дня до моего дня рождения. И так совпало, ну, немножко случайно, немножко не случайно, что именно сегодня у меня клятва на получение гражданства. Мы шли к этому всему, получается, 2 года, от идеи до вот этого самого момента. И сам процесс получения гражданства у меня занял 1 год и 3 месяца. Вот. Мы делали все сами, без адвокатов. И получили, на самом деле, гражданство ничуть не дольше и не сложнее, чем его получают те, кто делает это с адвокатом. Только всего лишь один нюанс. Общаться с секретариатом мы ездили сами. Зато попрактиковали испанский и познали эту систему изнутри сами. Ну и с переводчиками мы ездили еще. Да, поначалу мы ездили с переводчиками. Потом... Вот. Ну, сами посчитайте разницу. Адвокат стоит от $1800 и выше. А переводчик стоит $20 в час. В общем, едем на торжественную часть. Вообще, по ощущениям, на самом деле, это как будто вот ты закончил какое-то учебное заведение, заканчиваешь. У тебя уже все работы сданы. И сейчас выпускной. Ну, точнее, нет, не так даже. Вручение диплома. А выпускной будет, видимо, чуть позже. А еще с конца мая 25-го внесли законопроект, который меняет миграционную политику и политику получения гражданства. Возможно, его примут, но не знаю. Теперь гражданство Аргентины получить сложнее. Нужно прожить в стране как минимум 2 года на законных основаниях. При этом
законными основаниями считается вид на жительство временный или бессрочный, но не прикария. Прикария — это такая краткосрочное основание для пребывания. В общем, надо еще постараться, чтобы найти основание, но, в принципе, если ехать рожать, готовьте, что 2 года надо прожить. То же самое и по воссоединению семьи. Единственное, что сейчас появляется новый пункт, новое основание для получения гражданства, это по инвестициям. И вроде бы как, пока еще не знаю точную сумму, то ли от 300 тысяч долларов, то ли от 500 тысяч долларов. Вот. Пока это все только в стадии обсуждения и подписания, то есть готового вердикта еще нету, но поток, скажем так, людей, которые едут сюда за паспортом, сильно уменьшится, вот. Потому что проще будет, наверное, поехать получить паспорт в Бразилию. Вот. Но, в общем, нас это не особо касается. Мы успели в последний вагон. Ситков Александр. Ну что? Все получилось. Да, только вообще непонятное ощущение внутри. Ну, типа, ну вот я себя знаю, да? Тут я еще и аргентинец. Что-то вообще пока не могу осознать. Оно такое неосязаемое. Вот. Но это приятное ощущение. Очень круто. Большое дело сделали. Надо теперь что-то новое придумывать. Ну, сейчас еще куча документов переделывать. Столько дел. Да, но это уже Другая так. история. Да, это уже бюрократия, а сам факт вот сейчас совершился. Поклялся на Конституции. Классно. Ну а мы, господа, купили еще одно транспортное средство, нам же мало. Взяли вот такой вот велосипед, потому что Тея последнее время просто очарована этими велосипедами. На всех детских площадках отжимает их у детей или заставляет детей катать ее. Вот. В общем, максимально ей нравится. Вот. Поэтому, ну, пускай у нее будет свой, в конце концов. Ну, а надоест, мы его продадим. Так же, как и купили. Вот. Поэтому все, мы быстренько съездили с утра, пока все люди там еще просыпаются и собираются, мы уже съездили, купили транспорт. Вот. И теперь у нас вот так вот это все выглядит. Ну, по-моему, шикарно. Тона, нравится? После вчерашнего полностью семейного дня у нас сегодня отдых порознь. Даша идет на день рождения к Фае. Они там собираются девочками. А в это время те парни, чьи жены идут, видимо, к Фае, встречаются там у Лёши на пиццу. Мы будем готовить пиццу. Вот, поэтому я был приглашен и с удовольствием это приглашение принял. Привет. Так, а сейчас еще Юрец подходит. Вот он. Чем занимаются русские в Аргентине? Да учатся готовить. 100%. Я научился делать итальянское тесто, чтобы на тусе готовить пиццончики. Вот такие. Пока тусуешься с детьми, есть возможность научиться готовить пиццу. Потому что вкусную пиццу слишком дорого здесь покупать. Ну, в общем, попыточки так, наверное, с 6-7
Мы нашли оптимальный вариант, как готовить пиццу, но это же надо приспособиться к На второй раз. тесту, к духовке, к ингредиентам. Вот сюда вот. И получилось в итоге Ну. хорошо. Тут Ну, реально, этот вариант выглядит вообще богато, надо пробовать. Да, это вот прям уже этой поставить моей личности. Перфекто. Сегодня в Аргентине выходной, потому что сегодня День независимости. Это среда в этом году. Вот. И мы решили посмотреть, а как же аргентинцы празднуют День независимости. Вот, смотрите, самолет прямо надо мной. Мы решили поехать в сторону Тигре. И вот уже на пересадочной станции увидели, что в парке очень много людей гуляют, какие-то столы накрыты. Пойдем на разведку, посмотрим. Ну вот такой чурипан еще собрали. Ну такой, без чимичури, без креольского соуса. Такой бедненький. Но так перебиться хватит. В общем, идем садиться на места и слушать музыку. Sedenta de corceles y de acero son las buenas que preparan a San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín avanza el enemigo. Под конец уже, когда мы вышли, спасибо GPT, я понял, куда мы попали. Мы попали на день рождения, видимо, 51-й день рождения скаутского клуба Ипполита Бошара. Это какой-то известный аргентинский морской герой, в честь которого назван скаутский клуб. И мы как раз попали на день рождения этого клуба. Ну, в общем, вот, потусили немножко со скаутами в такой прекрасный день. Мы сейчас едем по нашей любимой линии железной дороги, называется Трен де ла Коста. И вот несколько фактов о ней. Открыта она была в 95-м году. Время в пути от конечной до конечной станции всего 30 минут. И на протяжении 15 километров 11 станций есть. И каждая станция невероятно красива, потому что эта линия задумывалась не как основной транспорт, а как туристическая линия. Поэтому вся линия, она видовая, вдоль реки, и каждая станция, она по-своему уникальна, поэтому, в принципе, как даже развлечение выходного дня, можно вот прокатиться и выходить на каждой станции. Ну а вишенкой на тортике в конце будет станция и город Тигре. Это такая местная Венеция с каналами, реками и там, уютными местами. Собственно, сегодня мы туда и хотим доехать, потому что мы уже исколесили эту линию довольно много и много где выходили, но Тигре — это самая дальняя точка, поэтому мы туда добираемся далеко не каждый раз. Вот, сегодня поедем туда. Ну, учитывая, что здесь целые лабиринты из островов на воде, главное развлечение в Тигре, конечно же, это водные развлечения. В основном это поездки на лодках, каяках, сапбордах, экскурсии, но также есть еще и несколько музеев. Поэтому, в принципе, сюда можно выехать и наслаждаться всеми видами отдыха. Если что, рядом даже находится аэропорт Сан-Фернандо, из которого я однажды летал на маленьком самолете и даже управлял самолетом. Вот в таких будочках находятся
как туристические компании, так и просто перевозчики, у которых можно купить билеты, собственно, на лодочки поменьше, побольше. Есть вообще большие, есть совсем маленькие. Вот. И чтобы выбрать актуальную цену, нужно просто ходить и смотреть. Вот. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vale por uno? Salimos 5:30, los niños se encargan. Tiene un costo de 5.000 pesos en efectivo cada uno. Es última salida. Las lanchas son estas, las tradicionales de madera. Dale, 5.000. Sí. Está Dale. 8.000, pero como es la última salida, 5.000 cada uno. Ah, dale. Y todos los otros 8.000 por efectivo. ¿Sí? Dale. Ah, gracias. Vale. Ну вот, собственно, вы сами все слышали. Обычно стоит это 8 тысяч, но так как сейчас последний выезд в 17:30, это будет стоить 5 тысяч. В течение часа вас покатают, сделают тут круг по каналам, посмотрите острова, посмотрите музеи. В общем, программа красивая. Вот, но единственное, выбирайте погоду получше, чтобы было не холодно. А еще в Тигре есть парк развлечений, но ни разу, что мы здесь были, мы не видели, что он работает. А сегодня, слышите? Это люди кричат на американских горках. Кстати, здесь они называются русские горки. Поэтому вот еще один из вариантов, как можно провести хорошо выходной день, приехать с семьей и просто впитать кучу экстрима в парке развлечений, потом покататься на лодочке, чтобы успокоиться, вечерком заесть это все в ресторанчике на берегу реки и либо заночевать где-нибудь на островах в гостинице, либо отправиться прямой электричкой в Буэнос-Айрес, 40 минут, и вы в центре города. Ну что, ребят, прошло 3 недели с момента получения мной гражданства Аргентины. И буквально тут на днях, вчера, по-моему, да, Даша видит на улице почтальона и, представляете, просто как бы спрашивает его: а скоро вы принесете ДНИ? Показывает бумажку. И он говорит: завтра, давайте запишу ваш номер, приеду и позвоню вам. Ну, в общем, сегодня в 11 утра, как он и обещал, приехал, позвонил, я спустился, и у меня новенький, свеженький. Кстати, еще пахнет прям полиграфией. Я его сейчас проверю, потому что Даша, например, приехал с ошибкой в фамилии. Да. Ну и морда. Да, короче, они постоянно на фотографиях что-то исполняют с лицом. Они то сужают его, то расширяют. Ну вот. В общем, да. Ну, вроде бы все хорошо. Все сходится. Вот так вот сейчас отлепляем. Ну все, написано. Ребята, написано. Националидад Аргентина. Короче, это мой главный документ в стране. И это является паспортом Аргентины. Все остальное, это, ну, типа, в нашем понимании паспорт, это всего лишь загранка, она делается, меняется. Да, кстати, это тоже меняется. Наверное, главный документ – это карта гражданина. Вот. На основе ее происходит все остальное. Но приятно, уже приятно. Короче говоря, такие вот события происходят. Ну, следующий этап – это будем менять документы для ТЭИ в свидетельстве о рождении, чтобы наши данные новые записали туда и написали, что у нее родители аргентинцы. Вот. Ну и загранки получим. А чего? Пускай будут. Вот такие дела.
неплохо. Привет, ребят! Сегодня мы решили новое направление посмотреть. И так как у нас дочь очень любит поезда, и в целом мы тоже, мы решили прокатиться сразу за один день по 2 веткам, по которым мы еще ни разу не ездили, и посмотреть новый райончик. Короче, стартануть мы решили со станции Виша Креспо. Рядом со мной Movistar Arena. И поедем мы на выезд из города в сторону Виша Девото. Хотим смотреть именно этот райончик, потому что, говорят, очень приятный, спокойный. И даже несмотря на то, что на окраине города. Вот. Туда мы доберемся как раз на поезде. А дальше есть мысль обратно прокатиться на другой ветке поезда, но не исключено, что мы это отложим и назад просто прямым автобусом до дома доедем. Ну, сама станция Виша Креспо — это, конечно, Ахтунг. Несмотря на то, что станция находится на мосту, и вроде бы должно быть красиво, вид там, все дела, сюда подняться, чтобы, с коляской, надо подниматься на лифте. А он просто... Там справляли нужду все и не по разу, и это все еще ферментировалось, видимо, в закрытом помещении. Это просто газовая атака. Вот. Ну и контингент тут, такой себе, если честно. Вот. Поэтому, конечно, гулять здесь именно, наверное, нет. Но если приезжать так, чтобы вплотную к времени отправления электрички, поезда, тогда нормально. Вот. Да нет, в целом нормально, спокойно, просто... Вот это вот окружение бомжей, вот это неприятно. Да, ну и поезда на этой ветке тоже, конечно, существенно отличаются от наших. Вот. Но все равно интересно посмотреть что-то новенькое, что-то другое. Мы просто зашли в последний вагон, он оказался багажным. Здесь люди сидят, некоторые на полу, а еще просто несколько сотрудников полиции. Не знаю, охраняют они или что делают, может, чтобы не воровали здесь. Вот. Ну, в общем, так как в вагоне много людей, мы решили запарковаться здесь. И вот, в общем, вот наш малыш. Ну ты такими темпами меня в Вишу 31 привезет. Уж страшно. Да, поездочка была интересная. Мы ехали в каком-то вагоне. Ну хорошо, что с полицией, вот, но контингент просто атас. И проезжали еще виши, которые трущобы прямо. Ну, собственно, вот вы видели. Кошмары. Ну, короче, эта поездочка была интересной. Хорошо, что мы уехали в поезде, там была полиция. Все, что я могу сказать об этой поездке. Ну да, мы, если честно, так немножко выделялись. Совсем немножко, да. Немножко Да, стояли такие все чистенькие, с колясочкой, с ребенком. в белом. Ага. А там какие-то люди на велосипедах перевозили просто какие-то свои вещи, надувные, какие-то грелки. Ну, в общем, все, что вот за душой. И 4 станции, и мы доехали до прекрасного, хорошего, спокойного района Девото. Здесь парки, прекрасные домики. Мы видели из окна, по крайней мере. В общем, пойдем, проверим. Ну и сразу чувствуется абсолютно другой район, другие настроения, другие люди. Вот. И все выглядит уже совершенно очень даже благополучно. Вот. А всего-то
одна станция электрички. Вот интересно, да, что это вообще ни разу не Палермо? Это далеко от Палермо. Здесь и нету мигрантов. Ну, В смысле, не местных. В основном местные. Ну да, здесь все, кто уже живет, прям видно, что это местные. И это первое, удивительно, что столько народу и тусуются там, сидят в заведениях, хотя это не тусовочный район Палермо. Сегодня просто воскресенье, и каникулы начались. Ну каникулы, да. Вот то, что вот в воскресенье, это я второе хотел сказать, потому что обычно по воскресеньям вообще нет людей, в нашем районе, по крайней мере. Потому что все в парк. Ну вот. А тут куча народу, тусуются, гуляют. Вот это удивительно. То есть от района к району, видимо, разная ситуация, не знаю. Но, видимо, все из нашего района сюда приехали. Короче, классно. Вот тут чувствуется, что воскресенье — это воскресенье. А то обычно по воскресеньям эти районы просто вымершие. Просто все где-то по домам сидят или в парках. Идем мы, значит, мимо карусели, и дочь такая: карусель, карусель, хочу. Я думаю, откуда она хочет? Она же вообще не знает, что это такое. А оказывается, знает. Она уже там где-то на какой-то встрече там с мамой покаталась на карусели, и все, ей понравилось. Все, он гоняет теперь, кружит по району. В общем, мои планы по возвращению другой железной дорогой, которая идет до вокзала Чикарита, Даша забраковала, сказала. Во-первых, Чикарита такой себе райончик, во-вторых, ночью, в смысле, когда стемнело, ехать туда как будто бы, не очень хорошая идея. Поэтому мы отсюда пока гуляем пешочком, а так вообще здесь идет прямой автобус до нашего дома. Вот, поэтому мы поедем домой, а потом в светлое время суток мы как-нибудь прокатимся по той ветке железной дороги и покажем вам, что там находится. Сегодня это было интересное приключение, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже, поэтому, ребят, с вас лайк, подписочка и какой-нибудь комментарий. Какие были ваши впечатления, когда вы смотрели? Были ли вы когда-то в подобных местах? Что об этом думаете?